воцаряется абсолютная тишина, когда 4 людей несутся сквозь огонь на скорости 25 тысяч миль в час. И весь центр управления полетами в Хьюстоне, 300 инженеров, 20 экранов, годы подготовки, не может сделать ровным счетом ничего. Это не кино. Это 11 апреля 2026 года. Это Артемис-2. НАСА выпустит торжественный пресс-релиз. Будут улыбки, рукопожатия, флаги. Но в глазах командира Рида Уайзмана будет что-то такое, что никакая официальная хроника не объяснит. Сегодня мы разбираем то, о чем молчат отчеты. Добро пожаловать за грань реальности. Вы на канале «Атмосфера и жизнь». В первой части мы остановились на краю бездны. Мы говорили о гравитационной аномалии, о необъяснимом запахе в корабле и о 40 минутах радиомолчания, когда экипаж завис над обратной стороной Луны в абсолютной изоляции от человечества. Если вы еще не смотрели, ссылка в описании. Но сегодня нас ждет продолжение, и оно страшнее. Позвольте напомнить масштаб происходящего. Артемис-2. Первый пилотируемый полет к Луне за 53 года. 694 480. 1 миля пройдена. 4 людей. 10 дней. 1 корабль. И Вселенная, которой нет до нас никакого дела. Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох, Джереми Хансон. 4, которые улетели одними людьми, а вернулись другими. Сегодня мы выясним, почему. 54 минуты. Именно столько длилось лунное затмение, которое экипаж наблюдал с орбиты. Солнце полностью исчезло за серым диском, и солнечная корона, внешняя атмосфера нашей звезды, вспыхнула белым ореолом. Пилот Виктор Гловер передал на Землю. Это было похоже на то, будто кто-то включил свет вокруг всей Луны сразу. Но не это заставило экипаж замолчать. На поверхности обратной стороны, там, куда никогда не падает взгляд с Земли, Джереми Хансон и Рид Уайзман заметили вспышки. Короткие, яркие, случайные. Это были микрометеориты, камни из глубин Солнечной системы, которые врезались в лунный грунт со скоростью нескольких километров в секунду. У Луны нет атмосферы, нет магнитного щита. Любой камень летит прямо в цель, без торможения, без смягчения, с первобытной жестокостью пустого пространства. Земные наблюдатели веками замечали подобные транзиентные лунные явления и списывали их на оптические иллюзии. Экипаж Артемис-2 впервые в истории видел это вживую, с нескольких тысяч километров. И в этот момент каждый из них осознал одну простую вещь. Корабль «Орион» — это единственная тонкая оболочка между ними и этой безжалостной пустотой. Микрометеориты — угроза, от которой можно защититься броней. Но есть нечто, от чего брони не существует. Еще астронавты Аполлона в 1969 году докладывали о странных вспышках. Закрывая глаза в темной каюте, они видели яркие точки и полосы света. Ученые долго не могли объяснить это явление. Оказалось, это высокоэнергетические частицы галактических космических лучей. Они не остановились перед корпусом корабля. Они пролетели насквозь и ударили прямо в сетчатку глаза. Без предупреждения, без боли, просто. Вспышка в кромешной тьме. Экипажу Артемис-2 повезло еще меньше. Их полет пришелся на солнечный максимум, пик 11-летнего цикла активности Солнца. Это самый опасный момент для выхода за пределы земной магнитосферы. Риск разрушительной солнечной бури, когда Солнце выбрасывает поток заряженных частиц, способных повредить ДНК, был максимальным. Вспомните те 40 минут радиомолчания над обратной стороной. Представьте, именно в этот момент Солнце выбрасывает смертоносный поток. Хьюстон ничего не знает.
Экипаж ничего не получает, они одни. Именно поэтому на борту находился эксперимент «Аватар» – клетки костного мозга, взятые у самих астронавтов перед стартом. Цель – понять, как радиация глубокого космоса разрушает человеческую биологию на клеточном уровне. Ученые прямо говорят, радиация – это абсолютный стоп-фактор для Марса. Инженерных решений недостаточно. Нам придется либо лететь быстрее, либо измениться самим. Мы привыкли думать о Луне как о сером безжизненном шаре. Но это ложь фотографии. Человеческий глаз сложнее любой камеры. С орбиты экипаж начал видеть то, что орбитальные зонды сглаживают и усредняют. Они увидели цвета. Теплые коричнево-оранжевые оттенки на видимой стороне, следы древнего вулканизма. Едва уловимые голубоватые тона в полярных регионах, возможно, лед в вечной тени. Эти цветовые сдвиги говорят о минеральном составе, о возрасте породы, о геологической истории, которую мы еще не прочитали до конца. Но настоящий удар по рассудку нанесла линия Терминатора. Это граница между лунным днем и лунной ночью. Там, где свет падает под скользящим углом, тени глубоких кратеров становятся абсолютно черными. Пилот Виктор Гловер, глядя в иллюминатор, сказал, что кратеры выглядели как черные дыры, будто дыры в ткани лунного пространства, сквозь которые можно провалиться прямо к центру планеты. Его мозг, натренированный годами полетов и привыкший к земной геометрии, просто отказывался обрабатывать происходящее. 11 апреля 2026 года. Раннее утро по тихоокеанскому времени. Орион приближается к Земле. Все философские размышления об иллюзии реальности и хрупкости жизни мгновенно отходят на второй план, потому что начинается самый убийственный этап миссии. Вот цифры, которые нужно держать в голове. Скорость входа – почти 25 тысяч миль в час. Мах 33 в 33 раза быстрее скорости звука. На высоте 400 тысяч футов молекулы воздуха не успевают разлететься. Они сжимаются перед носом корабля и разогреваются до 2760 градусов Цельсия. Вокруг капсулы образуется кокон из ионизированной плазмы. Связь с Землей обрывается полностью. Инженеры НАСА помнили урок беспилотной Артемис-1. Тогда теплозащитный экран получил неожиданные повреждения. Куски аблитивного покрытия откалывались под воздействием плазмы. Для людей рисковать было нельзя. Траекторию изменили. Вместо пологого скользящего захода более крутая дуга. Дистанция прохождения через плазму сократилась с 3000 до 1700 морских миль. Но цена этого решения – еще более интенсивный тепловой удар в первые минуты. В 6:57 по тихоокеанскому времени в Центре управления полетами в Хьюстоне наступила абсолютная тишина. 300 инженеров, 20 мониторов, годы расчетов. И ничего, никаких данных, никакого голоса. Если бы щит не выдержал, они узнали бы об этом только потому, что сигнал больше никогда не появится на экранах. 6 минут, одна за другой. 19:07 по центральному времени. 11 гигантских парашютов, каждый размером с дом, замедлили Орион с 25 тысяч до 19 миль в час. Мягкий всплеск. Капсула вертикально, устойчиво. В эфире голос командира Рида Уайзмана. Стейбл 1. 4 зеленых члена экипажа. Зеленых – это жаргон. Это означает «все 4 живы, все здоровы, все в норме». 694 481 миля. 10 дней. Завершено. Спасательные команды ВМС надули огромный плот. Они называют его передним крыльцом. Пришвартовали к люку и по одному вытащили экипаж. Вертолеты доставили их на борт USS Джон П. Мурта. Рекорд установлен. Миссия закрыта. Но самое важное началось только сейчас.
Когда 4 астронавтов доставили на базу Эллингтон в Хьюстоне, мир увидел не просто героев, покоривших расстояние. Мир увидел людей, чья карта реальности была полностью перерисована. Этот феномен называют эффектом обзора – Overview Effect. Впервые его описал писатель Фрэнк Уайт в 1987 году после интервью с астронавтами. Те говорили о мгновенной, физически ощутимой трансформации восприятия при виде Земли из космоса. Но слова участников Артемис-2 пробирают до мурашек, потому что они видели Землю не с низкой орбиты, а с расстояния в сотни тысяч миль. Как точку, как последний оазис. Командир Уайзман, сдержанный военный летчик, стоял на сцене и произнес фразу, которая обнажила все. «Мы связаны навсегда, и никто здесь, на Земле, никогда не узнает, через что мы 4 только что прошли». Это не хвастовство. Это одиночество людей, которые видели нечто недоступное словам. Кристина Кох, первая женщина, улетевшая так далеко от Земли, нашла метафору, которая разрезает пополам. Земля была просто спасательной шлюпкой, нетронуто висящей во Вселенной. Вы все здесь, планета Земля. Вы и есть экипаж. Задумайтесь на секунду. Мы привыкли думать, что экипаж – это люди на корабле. Но с расстояния в 300 тысяч миль экипаж – это все 7,5 миллиардов человек на хрупкой голубой точке, летящей сквозь абсолютный холод. Канадский астронавт Джереми Хансон добавил удар, от которого трудно оправиться. Когда вы смотрите на нас, вы смотрите не на нас. Мы – зеркало, отражающее вас. Они привезли с собой терабайты телеметрии, данные о минеральном составе лунного грунта, поведение плазмы при входе в атмосферу, результаты эксперимента «Аватар». Все это колоссально важно для следующих миссий. Но главное, что они привезли, нельзя оцифровать. Это осознание того, насколько тонка оболочка, внутри которой существует все, что мы любим. Насколько агрессивна и равнодушна Вселенная за ее пределами. И насколько невероятным везением является тот факт, что мы здесь вообще есть. 53 года мы не выходили за пределы низкой орбиты. Артемис-2 открыл шлюз. Артемис-3 – уже пилотируемая высадка. После нее – базы. После баз – Марс. Но готовы ли мы к тому, что нас там ждет? Радиация, способная переписать ДНК. Микрометеориты, бьющие в грунт без предупреждения. Гравитационные аномалии. Пугающая тишина обратной стороны, где нет ни сигнала, ни эха, ни ощущения, что где-то существует человечество. Пилот Виктор Гловер, глядя на Землю из иллюминатора Ориона, произнес слова, которые я хочу оставить с вами. Вся эта пустота, Вселенная – это куча ничего. И среди этого у нас есть оазис, прекрасное место, где мы существуем вместе. Мы в любой момент можем заиграться в наши мегапроекты, в наши конфликты и соперничество. И забыть, что мы летим на одном крошечном корабле, что мы один экипаж. А теперь вопрос к вам. Как вы думаете, когда человек впервые выживет под смертоносной радиацией дальнего космоса, это произойдет благодаря технологии или генетической модификации? И что, по-вашему, скрывает лунный терминатор в своей идеальной тьме? Пишите в комментариях. Я читаю абсолютно все комментарии и по возможности отвечаю всем. Если это расследование раздвинуло горизонты вашей реальности, поддержите канал «Атмосфера и жизнь». Лайк, подписка, колокольчик. Впереди разборы новых сбоев матрицы, мегапроектов и сингулярности. Будущее наступает сегодня. До встречи за гранью.